Серьезно? Ни одного обзора на кресло от Зоны 51, еще и по такой сладкой цене? Странно. Поэтому представляю вашему вниманию мое новое кресло Зона 51 Invader X Viv. Одно из самых дешевых кресел от Зоны 51, но при этом самых лучших бюджетных предложений до 15 тысяч рублей, которые в целом существуют на рынке. Расскажу, почему это кресло лучшее, что можно взять до 15 тысяч рублей, почему кресло от Defender полная параша. И главное, расскажу про то, какими характеристиками должно обладать кресло в обязательном порядке, чтобы с него не свалиться. Примерно как вот этот мужик. Нейтральный. Блять, сука. Нейтральный халявщик, блядь. Всех приветствую, дамы и господа, подписывайтесь на канал, а также на телегу. Там я в будущем буду разыгрывать технику с обзоров. Ну а мы начинаем. Наверняка, если вы зашли на это видео, вы находитесь в поисках удобного кресла вашей мечты. Естественно, у вас образовывается куча вопросов, и если эта куча вопросов у вас еще осталась, я постараюсь на них ответить. Начнем, так скажем, с базы. Это база. Каркас кресла в идеале должен быть полностью металлическим. Допустимо лишь фанера, к примеру, на сидушке. В противном случае есть шанс очень быстро сломать кресло, особенно если механизмы наклона у него сделаны из пластика. Как-то раз у меня уже был опыт кресла с пластиковыми упорами, которое в итоге сломалось спустя 2 дня из-за наклона. Одной из главных проблем игровых кресел была, есть и будет эко-кожа, которая без должного ухода при перепаде температуры или просто при плохом качестве у вас осыпается, не факт, что через год. Некоторые уже спустя пару месяцев наблюдают вот такую картину. Хорошим и, наверное, лучшим выбором будет тканевое либо замшевое кресло. В начале видео я говорил, что отвечу за все кресла от Defender, и естественно, они не все говно. Это Defender, блядь. Ненавижу Defender. Ненавижу Defender. Все. И естественно, у каждого свои параметры подбора кресла. Но в большинстве своем именно кресла от Defender являются самым нищим сегментом кресел и полным шлаком. Хоть на них и сидит пол Твича, но кресла эти не славятся особо своей надежностью и покупают их обычно, чтобы просто пересидеть. Invader выпускается в 2 версиях. В тканевой оболочке и в кожаной. Я взял с тканью, потому что кожа лично для меня очень неудобная и очень быстро морается. У кресла есть несколько механизмов, и один из них механизм наклона до 135 градусов, чего вполне достаточно. На кресле можно даже поспать, но это, конечно, если вы прям совсем работяга или заядлый геймер, что не можете пропустить ни одной катки в доту и играть 24/7. Естественно, есть также газлифт, еще бы его не было. И это стандартный комплект механизмов, который идет в креслах до 15 тысяч рублей. В общем и целом, удобное ли кресло? Лично для меня, да. При этом я не маленький, рост у меня больше 180 сантиметров. Подушки. Лично для меня неотъемлемая часть кресла, потому что без подушек оно очень неудобное и жесткое. Оно жутко неудобное, и есть ощущение, что ты с какой-нибудь табуретки пересел на такую же табуретку, только с деревянной спинкой. Подушки тут очень комфортные и для твоей шеи, и для твоей жопы, в общем, приятные. Сшиты они тоже очень качественно, и у них очень мягкий наполнитель. А главное, у кресла прошиты тканью подлокотники. Главным минусом всех кресел лично для меня является то, что у них не прошитые подлокотники, а я очень часто на них облокачиваю свои руки. В большинстве своем на непрошитых креслах вы можете регулировать эти самые подлокотники, но лично для меня важнее именно мягкость подлокотников, чем их гибкая настройка. Потому что у меня было очень много кресел, где эти подлокотники не были прошиты и сильно болели руки после использования. Мне очень нравится, что кресло отлично поддерживает твою осанку и заставляет тебя сидеть ровно, особенно с подушками. По качеству материалов и конструкции нареканий нет, только вот один минус. Кресло очень часто скрипит при наклонах. Но это, как я понимаю, частая проблема. И уж простите, от кресла за 15 тысяч рублей чего-то большего ожидать, ну это странно. Кстати, у кресла отличные колесики, и оно отлично катается практически по всем поверхностям. Лично у меня поверхностью служит приятный, мягенький коврик, по которому кресло тоже отлично катается, но изначально у меня были сомнения по этому поводу. Больше всего мне нравится ощущение от кресла. Оно вроде бы и очень твердое, а вроде бы и может стать для тебя мягким, если перевести его в определенный режим. Вот даже этот сценарий на видео я писал на этом кресле. Вообще, по моим ощущениям, аппарат действительно годный, особенно учитывая его цену. Учитывая, что на это кресло во время покупки была еще и огромная скидка, могу смело заявить, что Зона 51 Invader X Viv является лучшим креслом в сегменте до 15 тысяч рублей.
Можете относиться к этому заявлению как угодно, написать что-то гневное в комментариях или наоборот поддержать меня, на то это и мое мнение, что его надо оспаривать. Спасибо за то, что досмотрел этот обзор до конца, надеюсь он тебе понравился. Подписывайся на мой канал, на мой телеграм-канал, ставь лайк и пиши обязательно свой комментарий. До скорых встреч!